Как говорится, хейтеры, люблю вас. После таких приключений я 3 года почти не садился на мотоцикл, хотя все это время занимался их ремонтом. Знаешь ли, хот-доги, это вам не это, тут вам не здесь. Есть на мотоцикле и такая особенность. Какая? Да хрен его не знает. Мотоциклизм – это страдание или высшая мера наслаждения. Давайте попробуем разобраться. Еще со школьных лет у меня была мечта. Мечта поехать куда-то далеко. И не просто далеко, а поехать далеко на мотоцикле. Я взахлеб читал на форумах истории людей, купивших мотоцикл и поехавших, да в общем все равно куда. Самое главное, чтобы не кукухой. И самое главное, чтобы далеко. Заболел этой мечтой я примерно в 7 классе. И на тот момент в русскоязычном интернете в основном были сплошные истории о путешествиях куда-либо на советской технике. Естественно, это все было сопряжено с какими-либо ремонтами. И даже это мне уже было очень интересно. С одной стороны, путешествие на мотоцикле – это целая куча ограничений. Начнем с простого. В жару тебе жарко, в холод холодно, в дождь мокро, а про снег я вообще молчу. Многие приводят аргумент, что путешествовать на мотоцикле дешево. Но здесь я вынужден выразить свое несогласие. Как сказал один мой друг, путешествие на мотоцикле – это самый дорогой способ жить как бомж. На самом деле, ценовая политика здесь очень интересная. Если сравнить с путешествиями на каком-нибудь малолитражном автомобиле с небольшим расходом топлива, то на автомобиле вы можете проехать 1000 километров на одном баке, особо сильно не останавливаясь, если не будете сильно спешить. Если ваш мотоцикл достаточно большой и удобный, то все равно расход у вас будет примерно такой же, как на автомобиле. Здесь иллюзии строить бесполезно. Если у вас будет, соответственно, экономичный мотоцикл, то вы очень сильно потеряете в комфорте. Соответственно, на мотоцикле при таком же расходе топлива бак у вас будет примерно в 3-4 раза меньше. То есть каждые 200-300 километров вы будете вынуждены останавливаться на каждой заправке. А поскольку уставать вы 100% будете больше, чем на любом автомобиле, то, естественно, на каждой заправке вы будете проводить время, пить кофе, как вам покажется самый вкусный кофе, потому что, как известно, самый вкусный кофе у нас всегда в путешествиях, и хот-доги тоже. На самом деле, они, конечно, такими не являются, но за эти хот-доги вы будете готовы продать душу. Есть на мотоцикле и такая особенность. Чем быстрее ты едешь, тем больше у тебя расход и тем больше ты устаешь. А в конечном итоге вечером при пересчете километров и проведенного времени в дороге ты понимаешь, что километров за день ты проехал меньше, чем на автомобиле, а денег в реальности потратил больше. Но откуда же при таком количестве минусов берется столько отшибленных мотоциклистов, которые просто готовы ехать и ехать? Безусловно, у мотопутешествий есть и плюсы. После посещения 15 стран на мотоцикле я нашел этих плюсов 3. Первое. Часто без очереди пускают на границе. Порой это помогает сэкономить время. Второе. Меньше зависишь от пробок, но все равно, конечно же, никто тебе ничего не гарантирует. И третье. Значительно легче с парковкой в больших городах, например, той же Европы, ну и не только Европы. И что, на этом все? Неужели такое большое количество людей готовы терпеть столько лишений ради таких весьма сомнительных плюсов? На самом деле и да, и нет. Сразу хочется сказать, что мое первое мотопутешествие, в которое я прям вот серьезно поехал далеко, мне совсем не понравилось. Безусловно, выезд был спонтанным, и это было настоящее путешествие с настоящими приключениями. У моих друзей по пути сломался мотоцикл, и мы почти всю дорогу пытались его параллельно починить. Таким образом, путь из Москвы до Ейска занял 4 дня. В конечном итоге я вернулся оттуда одним днем, а потом сгонял за ними на фургоне. После таких приключений я 3 года почти не садился на мотоцикл, хотя все это время занимался их ремонтом.
Главная ошибка этого мотопутешествия было то, что я был слишком напряжен и всего боялся. Например, ошибкой было пилить 1300 километров с пассажиром одним днем. Я боялся где-либо останавливаться с палаткой без соответствующей опытной компании, а на отель мне тогда было жалко денег. Да, тогда я еще работал механиком в автосервисе, и для меня тогда это еще были достаточно значительные суммы. Снова потянуло в путешествие меня после того, как я, во-первых, слетал в Европу, а во-вторых, купил себе гантелю. 2019 год перевернул мое понятие о мотопутешествиях просто с ног на голову. Я обязательно скажу, что поездки по России меня не сильно вдохновляют, и обязательно куча людей сейчас будет меня хейтить. Однако масса людей согласится с тем, что если ехать на мотоцикле в Европу, то скучно примерно первая и последняя 1000 километров. А дальше, когда у тебя каждые 300 километров новый город или страна, интересный город или страна, то картинка меняется настолько быстро, что скучно точно не будет. И да, в России тоже масса интересных городов и интересных мест. Те же самые Санкт-Петербург, Тула, Нижний Новгород оставили у меня только положительные впечатления. Очень приятно меня удивили Волгоград и Элиста. А вот, допустим, от Дагестана и Крыма впечатления у меня были несколько хуже. В Дагестане я не увидел того уровня цивилизации, к которому я привык. Там вообще, как в Дагестане, так и в Крыму, классно себя чувствуют путешественники, которые больше любят путешествовать дикарем. С какими-нибудь палатками или как-нибудь еще. Я же любитель больших городов, цивилизации и определенного уровня сервиса. И, если честно, в Дагестане, допустим, есть офигенный плюс, которого нет в любых других местах. Это очень доброжелательные люди, которые всегда готовы прийти на помощь. Однако в Крыму я и такого не нашел, потому что в Крыму это единственное место в мире, где я когда-либо был, где мне просто отказали в заселении в отель, который был заранее забронирован, просто толком ничем внятно это не мотивировав. И если бы не удачное стечение обстоятельств и хорошие друзья, то я бы просто ночевал на улице. Вот можете хейтить сколько угодно, как говорится, хейтеры, люблю вас, но у меня за 2 поездки в Крым впечатление о нем сложилось такое, что я больше туда не хочу, к большому, может быть, сожалению или к счастью, не знаю. Конечно, из интересных для меня целей в России есть еще как минимум озеро Байкал. Очень хочется побывать во Владивостоке, а еще манит своими видами Алтай. Однако до таких глобальных путешествий мне еще самому надо немного дорасти. А в завершение данного видео я хочу дать небольшое напутствие всем начинающим мотопутешественникам, которые только присматриваются, думают и, может быть, сомневаются. Никто никогда не скажет вам, ваше это или нет. Более того, каждый путешественник едет куда-то далеко на своем мотоцикле по каким-то своим внутренним причинам. Кто-то кайфует от самого перемещения на мотоцикле, и ему плевать на погоду и какие угодно невзгоды. Кто-то, например, как я, получает безумное удовольствие от перемещения по серпантинам, прям вплоть до впадания в транс. Кому-то нравится путешествие где-то вне дорог, где-то ближе к природе, может быть с палатками или как-нибудь еще. А кто-то едет по трассе часами и днями только для того, чтобы оставить позади всю скопившуюся за спиной рутину и навести порядок в своих мыслях, помедитировать наедине с самим собой. А кто-то все и сразу. Только ты сам или сама. А, кстати, девушек в последнее время на мотоциклах путешествует все больше и больше, и это круто. Так вот, только ты сам или сама, попробовав, сможешь понять, твое это или нет, и для чего мотопутешествия нужны именно тебе. И как бы тебя ни отговаривали окружающие, намного лучше попробовать, и пусть даже понять, что это не твое, чем всю жизнь потом жалеть, что не попробовал. После того путешествия в Ейск я никуда не ездил почти 3 года. А потом внезапно понял, что дозрел и хочу еще. И вот тогда понеслась. Только ты сам можешь создать свою историю, и она будет уникальной. Точно, поверь, я узнавал.
Если вам понравился данный эпос и вы хотите послушать более подробные рассказы о моих путешествиях, обязательно напишите об этом в комментарии, и я постараюсь раскрыть эту тему как можно глубже. А сегодня с вами был я, Антон Больших, и мастерская Антоха Гараж. И если вы смотрите это видео холодным зимним вечером и ждете наступления сезона, то знайте, я с вами.